Я всех приветствую, друзья, в этом видео. Итак, речь сегодня пойдет о самых доступных и самых оптимальных видеокартах на предстоящий 2035 год. И вот тут, возможно, у зрителя возникает сразу вопрос, что, скорее всего, он станет сейчас нам показывать. Ну, какие-то, возможно, там очень известные модели, всякие видяхи с AliExpress, или, возможно, очень современный 1050 Ti или 1650, но нет, это очень недешевые продукты, и позволить их в наше время сможет далеко не каждый. В общем, я нашел две видеокарты, которые можно подарить вашим детям или вашему младшему брату, и которые сможет купить самое важное, я думаю, абсолютно любой человек. И первое, это мощная и современная NVIDIA GeForce RTX за 9999 рублей или 4000 гривен. И вторая, не менее мощная и производительная, это GT 730 за 6999 рублей или 3000 гривен. Все эти видеокарты абсолютно новые, это не бэушные с Авито, есть у меня чеки, есть документы, и я сразу не стал, знаете, вот рассматривать там всякие потасканные видяхи, потому что новые вещи это новые вещи. У них прям из коробки пахнет, вы знаете, новизной, из китайского завода в Гуанчжоу, значит, можно не переживать за всякие там отвалы чипов. И вообще, была ли данная видеокарта в каком-нибудь там майнинге. И, кстати, есть приятный бонус: на GT 1030 и 730 можно такие майнить, и они в среднем приносят в месяц аж целые 500 рублей или 200 гривен. То есть это уже удачные инвестиции. За каких-то там, не знаю, пару лет вы сможете без проблем отбить стоимость 1030. Однако это еще не все достоинства видеокарт. Далее в видео я докажу своим зрителям, что мощная RTX 3060 Ti недалеко ушла от дешевых видеокарт, и мы сделаем тесты графиками. Плюс к этому в конце видео я проведу очередной конкурс на эти замечательные видяхи для подписчиков и подарю вам эти две за 1000, то есть эти полноценные видеокарты. В общем, мне не жалко ради любимых подписчиков, но обо всем об этом чуть позже, а сейчас буквально немножечко о спонсорах видео и сразу потом вернемся к нашей теме. Итак, друзья, осталось уже каких-то там 10 дней до праздников, и сейчас просто адское количество людей резко бросились во все торговые центры, и повсюду на кассах множество очередей, некоторых товаров уже нет в наличии, люди не знают, что дарить своим родным и близким, ведь очень сложно правильно выбрать именно нужный и важный и полезный подарок, которым вообще в будущем будут пользоваться. И я нашел два простых, прям стопроцентных способов точно не ошибиться с подарком. Вариант первый, это, знаете, тупо взять, подарить денежку в конверте, это очень банально и скучно, а второй вариант, это подарочные карты. И вот тут есть отличное решение, это подарочная карта от нашего любимого гипермаркета электроники Comfy. Это не преувеличение, это лучшая подарочная карта, ведь ее можно использовать буквально на все товары и услуги, в том числе и на акционные, и также товары со скидкой. Именно такие подарочные карты Comfy работают на предъявителя и не привязаны к вашему имени, что очень удобно. Также есть возможность подарить такую электронную подарочную карту дистанционно. Это чтоб вам, не ждать курьера и не стоять в очередях. Сам получатель сможет по интернету получить PDF-файл в популярных мессенджерах, или что еще проще, ваша подарочная карта придет в виде кода через SMS на телефоне, и уже потом все это можно красиво распечатать и подарить в конвертике вместо банальных денежных открыток. В общем, переходите по ссылочкам в описании под этим видео, выбирайте подарочные карты Comfy, делайте ваши подарки, ну а мы плавно переходим к теме нашего видео. Итак, начнем мы с распаковки лучших видеокарт 2022. И первое, на что я сразу обратил внимание на коробочках, это память. Внимание, держите себя в руках, товарищи, стандарта DDR5. То есть это уже не DDR3, причем ее не 512 и даже не 1 гигабайт, а целые 2 быстрых гигабайта стандарта DDR5. Ёлки-палки. И, друзья, это я озвучил только часть преимуществ этих с большой буквы видеокарт, но самое важное, это их производительность. И тут вы будете приятно удивлены. Сравнивать я, кстати, буду их с равносильными соперниками, то есть конкурентом, это GeForce RTX 3060 Ti от Polit за 85 тысяч рублей или 30 тысяч гривен. Это, я считаю, достойный противник для GT 730, и даже, возможно, 3060 Ti сумеет таки достичь уровня 1030. Ясно дело, что по уровню шума и потреблению энергии и размерам 1030 уже превосходит 3060 Ti. Не знаю, почему именно эти параметры представляют как недостатки 1030, тут наоборот, это достоинство, но вот по внешнему виду тут, конечно, уж простите, но 3060 Ti сделали посимпатичнее. Это новая серия Color Pop от компании Polit, у нее особенная краска хамелеон на поверхности, она переливается словно чешуя змеи, то есть все это очень эффектно и придает при этом такая вот краска плюс 10 FPS к общей производительности. Мне кажется, я уже 20 тысяч раз снимал именно такие видео про различные версии 3060 и 3060 Ti. Мне, если честно, уже скучно рассказывать зрителям одно и то же, и каждый раз напоминать, что ее рекомендованная цена была бы, если бы не кризис, то она бы
стоило бы, 35 тысяч рублей, это точно. А сейчас она стоит 85. И на эти 85 тысяч можно купить почти 8 штук 1030. И даже останется на одну GT 730. То есть получается, что 3060 Ti должна быть в 8 раз быстрее, чем 1030. И там, где 1030 выдаст, порядка 30 FPS, 3060 Ti должна дать нам в 8 раз больше FPS, то есть где-то 240. И если так не будет, то есть 240, то вопрос, зачем она вообще нужна нам с такой переплатой. В общем, под эту бюджетную видеокарту нужен бюджетный блок питания хотя бы на 450 Вт, потому что тут два коннектора по 8 пин. И тестировать я стану все это, то есть эту видяху в своем простом домашнем компьютере с i7 11700K и памятью на частоте 3733. Причем память это не простая, а Kingston Fury Beast. Это новая память от бренда Kingston Fury, и каждый сможет позволить себе такое топовое решение для прокачки компьютера. Частоты здесь оперативной памяти подняли до 3733, так что никакие фризы в современных играх вам не страшны. Все игровые данные будут подгружаться во время самого процесса, независимо от их объема. И, конечно же, Зверь-серия предусматривает стильное оформление радиаторов. Можно даже с подсветочкой. По ссылочке внизу под видео вы сможете более детально узнать о данной памяти и также посмотреть отличные SSD от Kingston Fury. Ну и так, начнем, пожалуй, сразу с требовательных игр. Это Counter-Strike, и тут GT 730 на минимальных настройках, внимание, на высоком разрешении Full HD выдает стабильные 58-60 кадров, а местами даже превосходит саму себя и возможно заметить 80 или даже 90 FPS. Но мне кажется, за 7000 рублей ей просто нет конкурентов вообще в продаже. Собирая компьютер для Counter-Strike, чтобы стать киберспортсменом, я думаю, более чем хватит 730, но это еще не все. Ее чуть более старшая модель GT 1030 с теми же настройками выдает 120-140 FPS. И это прям даже под монитор на 144 Гц. Вообще супер, просто результат за 10 тысяч рублей-4 тысячи гривен. И если в Counter-Strike есть 120 FPS, то поверьте мне, в Доте и в Майнкрафте, в самых, таких требовательных проектах, везде у вас будут заветные 120 FPS. Но только, конечно, на самых минимальных настройках. Ну а что может в этом случае нам предложить хваленная RTX 3060 Ti, то в целом результат тут должен быть в 8 раз выше, чем у 1030. И на ультра настройках Full HD видим с вами 280, 300, 350, возможно 400 кадров. Но это все-таки не 8 раз больше, чем 1030, и должно быть порядка 1000 FPS. А видим всего лишь какие-то 350-400. То есть результат не впечатляет. Особенно если вы купили монитор на 1000 Гц, то будете как дурачок сидеть на 350 FPS. Так что тут однозначная победа GT 730 и 1030. И теперь запустим что-то попроще по требованиям, чем Counter-Strike. Например, это Киберпанк. Что ж, у меня есть хорошие новости для владельцев GT 730. Если вы жаловались раньше, что не успеваете в процессе игры рассмотреть все визуальные эффекты и вообще человеческий глаз не воспринимает больше 25 кадров, то теперь на GT 730 вы получите 8-9 кадров в минуту и можно спокойно рассмотреть детализированный мир на минимальных Full HD. То же самое и насчет GT 1030. Тут тоже не больше 15 кадров, и эти карты можно спокойно вообще рекомендовать для тех, кто вообще никуда по жизни не спешит. Да, нет заветных здесь 60 FPS, но зато у вас есть время подумать, есть возможность сделать скриншоты прямо на скорости 7 кадров в секунду. И если очень хочется, то можно временно и посидеть на этих картах, то есть посидеть в прямом смысле слова и подождать, пока вот действительно придут цены, рекомендуемые от производителя. Так что ждем понижения цен в 2030, и Киберпанк пока что можно нормально работает на 1030, 10, то есть 7, в общем. Ну а теперь давайте посмотрим, что может нам предложить их конкурент в лице RTX 3060 Ti. И тут я вынужден таки признать, что 3060 Ti сумели таки обойти 1030 и выдали в 8 раз больше FPS, то есть 65 или даже 75-80. То есть на ультра-трассировка лучей в режиме DLSS сбалансированным. Наконец-то таки 3060 Ti оправдали свою стоимость ровно в 8 раз быстрее, чем 1030. Температура, кстати, тоже невысокая, порядка 65 градусов, что ниже, чем на 1030. Так что тут честная победа 3060 Ti, хотя, если честно, я не верил в это. Просто такой вот приятный сюрприз, не более.
Окей, идем далее. В конце у нас давайте проверим еще GTA 5 и Rainbow 6. Итак, начнем с GT 730, стандартные настройки Full HD. Тут 730 прям ну очень радует и не опускается ниже стабильнейших 30 FPS. И что знаете, прям вот позволит хоть и на минимальных, но все-таки Full HD пройти GTA 5. И то же самое насчет Rainbow 6. Тут еще чуть лучше ситуация, даже если почти, то есть почти 40 FPS. И в целом можно пройти нормально, даже то есть стрелять и целиться даже в противника. Одним словом, GT 730 это минимальнейшая видеокарта, доступная в продаже на сегодняшний день. И она как раз таки запускает на минимальных большинство онлайн-шутанов, то есть это Minecraft, танки, Dota, Counter-Strike, все это идет от 30 до 60 кадров в секунду на низких настройках Full HD. В то же время ее близкий родственник 1030 удваивает производительность и выдает, внимание, почти 80 FPS в GTA 5 и 60 FPS в Rainbow 6. В общем, 1030 это видяха для истинных геймеров, для тех, кто хочет и знает, как может получить минимально 60 кадров во всех самых популярных проектах 1994 года. Видеокарта тихая, не требует мощных блоков питания, она питается от материнской платы и размеры у нее крошечные, и значит влезет в любой старый и даже очень новый ваш компьютер. Выходит, вот как бы на этом все у меня, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео, и напомню, что эти две видеокарты вы сможете получить абсолютно бесплатно. Это замечательные видюхи, и для того, чтобы их получить, просто пишите один любой комментарий под этим видео, подписывайтесь обязательно на мой канал, это обязательно. Потом я по этим комментариям выберу двоих людей, кто получит эти видяхи, но при этом на вашем канале должно быть видно, что вы подписаны на мой канал, то есть у вас должен быть открытый профиль, запомните. То есть, еще раз повторюсь, лайк под этим видео, подписка на мой канал и один любой комментарий под этим видео. Все, через 15 дней, то есть через 2 недели, 15 января на своем втором канале я выберу победителя, кто получит две эти замечательные то есть видеокарты. Вот и все. Надеюсь, вам понравилось. Так что просто спасибо вам за то, что смотрите мои несерьезные видео и тесты графиками. Здоровья вам и вашим близким. Увидимся уже скоро. Всем до новых встреч и удачи. Пока-пока.